В наборе мышечной массы у большинства людей нет результатов месяцами, сколько бы мы статей не читали или видео не смотрели. Либо результаты есть в начале, но потом вот как-то останавливается набор мышц. Пора это менять. Я собрал все тонкости массонабора и вывел подробную систему к применению от лучших практиков и теоретиков. Тренеров, которые работали с натуральными спортсменами, и адаптировал все это под тренировки на турниках и брусьях с примерами. Поэтому досматривайте до конца. На связи Владарович. Я уже 10 лет занимаюсь силовым воркаутом, и мне есть что рассказать. Когда начинающий атлет пришел на спортплощадку или в зал, и его цель построения мышц, он отзанимался, допустим, 4-6 месяцев, кое-как, и получил первые результаты, вполне неплохие, так как организм еще не был адаптирован. И любая физическая нагрузка будет стрессом. Первые несколько килограмм уже прибавятся, если есть профицит. Потом уже результат часто упирается в застой, и если не разбираться в процессе построения мышц и продолжать делать то же самое, а так тренируются годами и без результата, то ничего и не изменится. Что менять? Человек привыкает к нагрузкам, одинаковому отягощению, объему нагрузки, подходам, повторениям, упражнениям, несмотря на то, что устает. И, казалось бы, тренировка удалась. Уровень стресса для мышц становится все ниже. Новичок будет ориентироваться на утомление или забитость мышц, и это будет ошибочным сигналом, что тренировку стоит заканчивать. Но на самом деле обращать внимание нужно на объем нагрузки, который постепенно растет, а не на субъективные ощущения. Важно уметь оценивать, правда ли последующая тренировка сложнее, чем предыдущие. В этом и помогают записи в дневник тренировок. Атлет может тренироваться тяжело, уставать, даже делая одно и то же. Но мышцы не обманешь, и не удивляйтесь, что вы не растете. Если не наращивать объемы или интенсивность нагрузки, то и результат будет топтание на месте. Должен соблюдаться принцип перегрузки для роста. Под интенсивностью я понимаю или увеличение отягощения в подтягиваниях, отжиманиях, приседаниях, или увеличение количества раз, или усложнение вариаций упражнения, работая другим хватом, в расширителях или под другим углом нагрузки. Под объемом нагрузки понимается число повторений за тренировку, то есть сумма всех подходов. Объем нагрузки наращивать более предпочтительно, чем интенсивность. Наращивать интенсивность прямолинейно, постоянно, просто невозможно, мы быстро упремся в застой. А вот регулярно увеличивая объем, это можно делать часто и регулярно. А потом, дойдя до определенного числа суммарных подходов за тренировку, можно и снизить объем и повысить интенсивность. То есть вес отягощения, количество раз или усложнить вариацию. Как все это выглядит на практике? Есть так называемая методика волновой периодизации. Например, мы начинаем подтягиваться с дополнительным отягощением 8 кг. Делаем на 10-12 раз, по 3 подхода. На следующей тренировке уже 4 подхода. На следующий 5 подходов, потом 6. С тем же весом и в том же диапазоне раз. Потом мы снижаем объем назад до 3 подходов и повышаем интенсивность. То есть количество раз на пару повторений или вес отягощения на пару килограмм. В зависимости от наших целей или сложности вариации упражнения. И повторяем заново, наращивая объем, и так прогрессируем. Потом опять вниз по объему и прибавляем интенсивность. Прогресс будет выглядеть как волна. Вверх-вниз, вверх-вниз. С ростом стажа занятий это будет соблюдать сложнее. Время прогресса будет растягиваться, так как нужно будет увеличивать дни восстановления и проводить в некоторые дни отдыха облегченные тренировки. Нужно помнить, что каждая облегченная тренировка должна быть более сложная, чем предыдущая облегченная. И тут нужен контроль и записи. Не нужно ориентироваться на утомляемость, а смотрите на конкретные цифры. Если они не меняются, то и в результатах ничего не изменится. Если мы хотим непрерывно развиваться, мы должны подвергать себя все большему и большему стимулу. Понятно, что все равно будут небольшие застои, и их причины мы разберем дальше. Как чередовать легкие и тяжелые тренировки? Кто-то чередует неделями, тяжелая и легкая неделя. Или 2 тяжелые недели и 1 легкая, или в другой пропорции. Зависит от восстановления. Например, каждая тяжелая тренировка делается на 80-95% от максимума по нагрузке. А каждая легкая выполняется всего лишь на 30-40% от каждой предыдущей тяжелой. На легких тренировках предпочтительнее оставлять все то же число подходов, что и на тяжелой, но снижать интенсивность, то есть повторы или веса.
Ошибки многих в наборе мышц, когда есть желание прогрессировать быстрее, выражается в более частом повышении интенсивности. И в результате мы упираемся либо в застой, либо вообще травмируемся. Неадекватность нагрузок, отдыха, и все это еще и накладывается на несовершенную технику выполнения. Теперь разберем следующий важнейший момент и ошибки по восстановлению и питанию для роста мышц. К слову, напомню, мой стаж силовых тренировок с 2011 года. Пишите мне в личные сообщения за помощью с индивидуальными программами тренировок и питания. Читайте десятки довольных отзывов на моем сайте. А также за символическую поддержку донатом на удобную сумму. Я отправлю вам свою книгу. Там ошибки в тренировках, рацион питания и большой материал по увеличению подтягиваний. Ссылки в закрепленном комментарии под видео. Если человек начал первые полгода ходить в зал по удобному графику, например, понедельник, среда, пятница, как у большинства, и 4 оставшихся дня – это отдых. Нагрузка возрастает, человек становится сильнее, а отдыхаем мы столько же, как и в первый месяц. То есть недостаточно, прогресс замедляется. И спустя некоторые месяцы тренировок, люди с повышением сложности тренировок еще и ошибочно решают добавить 4-й тренировочный день. Мол, думают, прогресса все равно нет из-за малой нагрузки и надо еще дать день. При этом большинство мы не профессиональные атлеты, мы трудимся на самых разных работах, есть бытовые стрессы, недостаток сна. И вот тогда-то мы начинаем топтаться на месте. Тут нужно наоборот добавить дни отдыха и не привязываться к дням недели. Но не все это смогут позволить. Нужно растянуть восстановление. По дням отдыха мы подбираем от обратного. То есть, например, берем 1 день отдыха. Если видим, что сложно восстановиться и не получается поднимать объем, то увеличиваем до 2 дней. Все равно это время будет увеличиваться в зависимости от нагрузки, стажа и тренируемой мышцы. Главное – качественно выполнять намеченный объем. Можете делать кругами упражнения, можете подходами, как будет проще по восстановлению. Можете вообще пропускать несколько подходов первого упражнения, если закислились мышцы, например, до подтягивания, и переходить к другому упражнению и, восстановившись, доделать первое. На одну мышечную группу для роста может выполняться в среднем 12-15 подходов в неделю, исходя из количества тренировок, ваших целей и какая это мышца. Или если на турниках, мы можем разделять по упражнениям с противоположными мышцами для удобства на схожие мышцы. Если вы стали сильнее на тренировках, а продолжаете есть столько же, сколько и в первый месяц занятий, то питание стоит однозначно добавить. Мышц стало больше, и ресурсов на их поддержание, не говоря уже о дальнейшем росте, уже мало. По питанию на набор массы будет отдельное подробное видео. Что, сколько, как увеличивать. Поддержите лайком и комментарием. А прямо сейчас, если вы записываете свои тренировки, посмотрите, как меняется объем, интенсивность, сколько вы тренируетесь, отдыхаете, как долго застой, и пересмотрев это видео, и начните наконец меняться. Расширенную версию этого сюжета я размещу в телеграм-канале Владарович. Ссылки в закрепленном комментарии. Как вы набрали мышечную массу и как вы проходили сложные этапы застоев. Делитесь опытом в комментариях. И я рекомендую к просмотру еще одно видео на экране о том, как тренировать подтягивания с дополнительным отягощением. Лайк, подписка. Автор сюжета Владарович.